Андрюха, ребят, привет, братва, клянусь, с детства, со школьной скамьи, вот всегда мечтал, Андрюх, сюда попасть. И, как говорится, мечты сбываются не только у «Газпрома», ребят. Сегодня мы находимся в Гизе, это Египет, за нами пирамиды, и здесь мы будем прыгать с парашютом. Это самый дорогой кемп, в котором мы когда-либо были. 50 тысяч один прыжок. В общем, мы здесь будем проводить несколько дней. Оставайтесь с нами, будет очень интересно, и мы начинаем. Друзья, в этом выпуске не будет никаких мумий, фараонов и других загадочных приколов Древнего Египта. Будут только пирамиды, город Гиза и очень много скайдайва. Больше, чем обычно. Ведь мы урвали места в одном из самых крышесносных скайдайв мероприятий на нашей планете. В общем, мы посетили буги кэмп «Прыгай как фараон», который проводится в Гизе у подножия тех самых пирамид и представляет из себя прыжки прямо над ними. В этом выпуске я расскажу вам про то, как проходило это событие, с каких бортов мы прыгали и куда там вообще приземлялись. Мы полетаем на вингах, попрыгаем ночью, пролетим прямо над верхушкой пирамиды и посмотрим на сам Каир. Я покажу вам местный авиапарк, состав мероприятия и организаторов. Также мы по старой доброй традиции отправимся осваивать дно египетской цивилизации, ненадолго заглянем в город мусорщиков, погоняем у пирамид на верблюдах и помчим покорять пустыню на спецтранспорте. В общем, друзья, приготовьтесь, выпуск будет динамичным, интересным и одним из самых красивых. Так что усаживайтесь поудобнее. Египет, Гиза, Jump like a Pharaoh. Мы начинаем. Как обычно, мое повествование начинается из аэропорта. Сразу уточню, весь выпуск у нас будет проходить в городе Гиза, что в часе езды от Каира. Полет до столицы Египта из Шереметьево занял почти 6 часов и, как обычно, не доставил никаких проблем. Теперь расскажу про мероприятие, на которое мы явились. Называется оно Jump like a Pharaoh. По своей сути, это Skydive Camp, который проводится на протяжении вот уже почти 7 лет. Организации Skydive Egypt. В программе заявляется, что выброска будет проходить прямо над пирамидами Гизы, здоровенного военного борта Lockheed C-130 Геркулес, который вмещает в себя табор аж 100 человек. Площадка приземления и укладочная со всеми перекусами и ништяками также будет размещаться около пирамид. В общем, картинка будет фантастическая. Также организаторы замутили всем участникам проживание в 4-звездочном Хаяте, куда мы незамедлительно отправились обозревать наши опочивальни. Давайте посмотрим. Ну что, зарегистрировались, ждем ключи, документы. Вот, ребят, если что, вокруг нас полно скайдайверов. Просто все в предвкушении вот этого прыжка. For me? Oh, perfect. Ты представляешь, какой здесь сервис? Ребят, в Египте невозможно завязать пить. Это какое-то проклятие. Даже по-томски какие-то нам коктейли вечно приносят. Хотя отель, это не сказать, что прям какой-то лухари. Обычный скайдайверский отель. Я бы даже сказал, похоже на хостел. Короче, ребят, смотрите, очень приятный такой барчик. Да, все. А ты вообще играешь в эту штуку? Я вот не играю. Так попробуем тогда сегодня. Сегодня вечерком. А что еще делать после прыжков? А, ребят, что еще делать? Можно бухать, Да. можно играть. И то мне нравится. Да, но мы это делать не будем, потому что мы за ЗОЖ. Кручу, мчу, запутать хочу. Давай, позвони, спроси. Алло? О, ни хрена себе. Это я вот про хостел что-то говорил, да? Да. Не, ребят, это не хостел. Смотри, видишь, как богатые люди 3 стенами огораживаются от простых крестьян. Ребят, если хотите купить себе виллу на пирамидах, неплохие места продаются. Ну, по сути, что такое пирамиды? Кладбище. Да, кстати. Да, здесь похоронены люди. Давно, но люди-то похоронены. Будешь жить А рядом? у нас здесь будет праздник. Как-то звучит даже. Даже это типа в Москве бы ты приземлялся на кладбище Ракитки, вот типа того. Ну что, господа, Андрей Вячеславович, распаковка. Ребят, в общем, по нашей традиции мы вам покажем номер, так сказать, room-тур. Давай, заходим. Ола! А наши вещи принесли. Как будто здесь уже кто-то живет. Не-не, они просто принесли наши вещи. Понятно. Так, ну что, начинаем традиционно с санузла. Ну, я бы сказал, прям с излишком. Но знаете, что мне здесь не нравится? Блядь, здесь нет двери, братан. Почему есть? А, есть. Конечно. Все. Ты тоже не любишь отлично. ходить по большому, когда нету какого-то уединения? Так, ну что, значит, кофе здесь полное говно. Я прошу прощения у египтян. Кофе говно, реально, надо с собой взять. Кто-то уже одну достал.
мягкие, чистые постели, и это уже Раздельной кровати уже все, достаточно. нам больше с Вячеславовичем ничего не надо. Давай, бля. А, вот в окошко мы еще не смотрели. Ну что, нормальный вид, кафешечка, бассейн, но холодно уже сейчас. В принципе, тепло, но для купания прошел сезон. Прикольно, что ты такой вечер можешь подойти к окну такой, посмотреть, кто сидит. О, вон наши пацаны сидят. Типа, погнали. Так, ну все, что, заканчиваем мы этот обзорчик. 50 тысяч рублей за прыжок. Надеемся, что вам очень нравится. Мы очень стараемся. Надеемся, что вам очень нравится, как мы живем. Кемп начинался на следующий день, а значит в нашем распоряжении были целые сутки. У нас были сомнения и опасения по поводу площадки приземления, поэтому мы отправились прямиком к пирамидам ее изучать. Традиционно в подобных выпусках я стараюсь хоть немножко исследовать местный ландшафт. По этому поводу мы построили очень заковыристый маршрут к тому месту, где будем приземляться. Короче, мы взяли местного гида, приехал он к нам вот на таком аппарате, затарились водой в местном магазине и отправились в путь. Сделаю вам анонс нашего первого дня. Этот день я раскидал по частям на весь выпуск, потому что даже неожиданно для нас самих он был очень содержательным. План был таков. Сначала мы на микроавтобусе поехали в Каир через город мусорщиков, попутно заглянув туда. Затем мы пересели на более мобильный транспорт, чтобы шустро перебраться из города в пустыню прямиком до пирамид. И затем, пересев на верблюдов, прямо мимо пирамид мы доползли до самой площадки приземления и посмотрели на нее. Все просто. Ну что, давайте расскажу вам про этот город. Чтобы было понятнее, начинаем с Википедии. Пишем «Город мусорщиков», открываем, читаем. Маншият-Насир или «Город мусорщиков». Короче, это такой христианский квартал на окраине Каира, и вот население этого квартала занимается переработкой мусора. Местных называют заболинами, и мусор они перерабатывают суперэффективно, аж до 80%, ну это типа до хрена. Казалось бы, квартал и квартал, но мой интерес к нему подпитали отечественные блогеры, которые подняли небывалый саспенс вокруг этого местечка. И перед поездкой в Египет я обратился к гиду, который заверил меня, что ни он, ни любой другой гид в этот квартал с нами не поедет, потому что это безумно опасное место и нам там 100% наваляют. Я уже расстроился и отпустил надежду попасть сюда, но на пути к пирамидам мы проезжали мимо этого квартала, и я уточнил у водителя, можно ли нам сюда попасть, на что получил положительный ответ. И мы зарулили сюда без лишних вопросов. Только посмотрите, что мы здесь увидели. Я не... блядь. Пацаны, короче, пришли в... Мимо проезжали город мусорщиков. Воткнулись в пробку дикую. Вот, посмотрите. Хрен проедешь. Короче, мы решили прогуляться. Ну, просто хотя бы составить представление, что это такое. Славыч, меня хватит минут на 30. Запах не передать. Короче, смотрите, вот дети в школу ходят, жизнь кипит. Наверняка здесь есть какие-то зажиточные районы. Я не понимаю, как здесь можно находиться. А когда мы сюда собирались, нам сказали, что, пацаны, не рекомендуем, вас здесь накатят. Никто не А накатывает. на самом деле, по факту, такой народ достаточно дружелюбный. Да? Очень. Во всяком случае, так кажется. На самом деле, за местным дружелюбием, по словам нашего гида, может быть скрыта агрессия. Для здешних обитателей наши камеры вообще могли быть красной тряпкой. В особенности нас попросили не снимать и уж точно не разговаривать с женщинами, так как это является поводом для ревности. Короче, район славится частыми сводками об избиении туристов именно на этой почве. Но во всяком случае на словах. Здесь люди живут поколениями, здесь вырастают дети, вырастают семьи, и все они в мусорной индустрии. Насколько мы были проинформированы, здесь просто свозится мусор, они его перерабатывают. Здесь у них в своих домах, квартирах находится Перерабатывают просто семьями. параша. О, у кота глаз что-то. Жилища у местных обустроены интересным образом. По сути, это здоровенный дом принадлежит одной большой семье, где на первых этажах происходит сортировка и переработка мусора, скрашенная отвратительным запахом и мухами. Верхние же этажи используются для жилья. Если в большой семье у сыновей появляется новый брак, они просто достраивают себе новый этаж и живут в нем. У меня такое ощущение, что я уже привык за 10 минут, за 5 мы идем. Ух ты, это что такое?
Вот рыбу продают. Не бери, братан, не бери, грех на душу, не надо. Ты в отеле ее куда? В туалет будешь смывать? Ты же ее с собой. Отпущу в Нил. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. У меня есть две просьбы к тебе. Первая, не доставай деньги. Так у меня там был $1. Ну и вот смотри, что творится теперь. Судя по всему, конкретно в этом месте совсем не бывает туристов, отчего местные при виде нас бросали все свои делюги и начинали ходить рядом, что выглядело довольно подозрительно. Ребят, смотрите, здесь жизнь кипит, в общем-то. Game Club. Пожалуйста, Да? детский игровой салон. Стесняются мальчишки. Ну ладно, в общем, не будем их отвлекать. Шикарно. То есть, в принципе, жизнь-то она есть везде. Да. И дети, что самое главное, есть везде. Да? Это казино. Я не играю в казино. Казино. Смотри, реально это. Опа. Смотри, вот это вот Смотри, шляпа. а как тебе вот такой детский Да, клуб? да. Дети после школы с сигаретами. Да, пошли поиграть. Ну, появилось четкое ощущение, что Можно отхватить. да, наступает какая-то опасность, подходит. Короче, друзья, город мусорщик, это, конечно, удовольствие, ну, так себе. В общем, мы вам все показали. Если вдруг будет желание его посетить, не стоит. Пахнешь? С огромным удовольствием. Ладно, давайте тормознем с местной фауны и погрузимся в мероприятие, ради которого мы сюда приехали. А приехали мы на Skydive Camp, который называется Jump Like a Pharaoh. Нас на него позвали еще год назад, и попасть сюда непросто, слоты здесь раскупаются мгновенно. И это при условии его космической цены. Кстати, о цене. Прайс-лист этого кемпа я закрепил у себя в телеге, так что если любопытно, ссылка на телегу, как обычно, под этим видео. Бегло расскажу про условия. Участвовать можно пакетом либо из 3, либо из 6 прыжков. Дополнительно докупается ночной прыжок и прыжок с вертушки. Итого за кемп можно сигануть аж 8 раз, что мы с Диманом и сделали. Требования к прыжкам максимально демократичные. Опыт от 100 прыжков, лицензия категории Б, своя парашютная система и медицинская страховка, которую у нас так никто и не попросил. Теперь смотрите, как наш кемп вообще начался. Еще с вечера организаторы проинспектировали наши парашютные системы, проверили переукладку запасных и допустили к прыжкам. В этом спорте все очень серьезно. То есть вот, пожалуйста, проверяется оборудование, проверяется вся аппаратура внутри. Там у нас есть такой паспорт, в котором записано, когда у тебя была переукладка. Ребят, я извиняюсь, нам надо поговорить, вот, но вы можете присутствовать. Короче, я сейчас разговаривал с нашими общими знакомыми парашютистами. Они сказали, перед выходом обязательно посмотрите вниз, потому что в прошлом кемпе была выброска в Каире. А там приземлиться негде вообще. Ты видел, какая там застройка? Конечно, я видел. Смазали просто выброску, и народ разлетелся где-то там по городу. Особенно мне не рекомендовали ночную. Ночную, ты говорит, Не будем. говорит, Опасно. Ну, конечно. но а мы куда? попробуем. Почему? Потому что вы нас смотрите, и мы просто не имеем права. Ну, конечно же, Этого мы не должны сделать. показать все. Как надо делать, как не надо. Все проверяем на себе. Ага, thank you, buddy. Over here, striped shirt, Okay. your ID card. Окей. Все, в принципе, так, как и везде, да. Очень похоже на такой корпоратив. То есть, когда вот приезжает народ там по бизнесу, я, правда, не ездил ни разу, но мне так представляется это. да. Вот у нас здесь брифинг, а у них происходит просто фуршет, там, шампанское. Может быть, кстати, у нас тоже такой будет, не знаю. Вот. Но вообще спортсмены, они не пьют, насколько... Мне известно, и никак не получается Спасибо, сказать. что подсказал, да. Язык не повернулся. Знаешь, вот ты говоришь про бизнес-встречи, но скайдайв с этим как-то не вяжется. И скайдайв тут вообще с бизнесом не вяжется. И тут куча скайдайверов, все, значит, показывают свои системы, паспорта, идет какой-то, как называется? Суета. Идет просто какая-то суета. То есть люди нормальные посмотрят, скажут, что это такое. Какие-то ранцы, они проверяют, там что-то, какие-то бумажки оттуда вытаскивают, читают записи. Но, ребят, это авиация, все эти регламенты написаны. Кровью. Без этого никак. Поэтому, если ты сюда попал, то Значит, ты красавчик по жизни. готовь много-много бабла. Слава богу, с этим проблем вообще никаких нет. Ладно, давайте.
Ну что, первый день прыжков. Подъем у нас был, так скажем, раньше, чем армейский. В 5 утра мы уже были на ногах, благо отель подстроился под наше скайдайв событие и организовал нам ранний завтрак. Все последующие дни мы будем и завтракать, и ужинать здесь же, что безусловно удобно. В общем, мы подкрепились как смогли, и после завтрака нас ждал очень плотный брифинг, который фактически и являлся содержательной инструкцией по мероприятию. Здесь же впервые все участники собрались в одном месте. Теперь стало возможным оценить масштаб кемпа. По нашим неточным подсчетам прыгало около 200 человек, что немало. Ключевой темой брифинга был заход на посадку, потому что в самолет грузится почти 100 человек. И вообще прыжки таким тамбуром занятие довольно опасное. Также нас вежливо попросили не подлетать близко к пирамидам, и от греха подальше лучше их не трогать. Напомню, если, скажем, коснуться вершины пирамиды, будучи на парашюте, то вам организуют возможность посетить местную египетскую тюрьму сроком на 3 года. И это я еще не говорю про проклятие самого Тутанхамона. Все остальное я вам поведаю по ходу выпуска. А тем временем вся наша арава выползла из отеля, где нас уже ждал трансфер до места проведения мероприятия, которое мы уже заценили днем ранее. Кое-как раскидав вещи и наконец-то утрамбовавшись в автобусы, мы топнули в путь. Дорога от отеля до места занимала примерно 40 минут, и вот наконец-то мы приехали. Ребята, мы на пирамидах. Обратите внимание, вот сюда. Ну что, Юрич, как у тебя настроение? Как Волнительно. обычно? Страшно? Волнительно немножко. Ну, так. Боимся высоты, ничего не можем сделать. Что хочу сказать. Очень хорошая площадка приземления. Смотрите, ровно все. Прям видно, что подготовлено, да? Да. Мы перецепили купола. Посоветовавшись с нашими товарищами, кто здесь уже был, мы решили взять побольше мешки. В общем, чтобы мягенько приземлиться. Ну, мало ли что. Все-таки здесь люди захоронены. Господи, блядь. Вкратце, что, мы приехали сюда, чтобы нам показали площадку приземления, все рассказали. Отсюда мы, я так понимаю, двинем куда-то на военный аэродром. Ну что, ребят, на самом деле, мне кажется, это будет вау. Вот эти вот пирамиды, мы будем вокруг них пролетать и вот здесь приземляться. Лучше не придумаешь. Видимость. Ну так себе, как и везде здесь. В общем-то, привезли нас сюда осмотреться, показать где что. На месте провели дополнительный брифинг перед прыжками, где еще раз показали, как именно нужно заходить на посадку, ну и плюс оповестили о местных особенностях. Так как это локация туристическая, здесь должны были работать специальные люди, которые обязаны следить за безопасностью и не пускать транспорт с туристами, да и вообще всех, чтобы не шастали по площадке. А желающих было много. Как стало потом понятно, со своей задачей они не справились. Ну да ладно. Потом всех собрали для общей фотографии, где мы еще раз ужаснулись от объема кворума. Потом мы побросали в укладочную свои пожитки и отправились на аэродром, что было аж в часе езды. Аэродром этот был не совсем обычный. Это настоящая военная база, где мы осторожно подсняли, что смогли. Мы-то приехали на военную базу, где категорически нельзя снимать видео, фото, но мы это, как обещали, для вас сделали. Настоящий военный аэродром с настоящими военными самолетами. И прямо сейчас мы полезем туда и взлетим на них. Главное, чтобы выброска была точной. Идем в сортир, пацаны. Вот где еще можно поссать на военной базе, посмотрите. Как видите, вместе с нами прыгала еще куча людей, все в разных формациях и конфигурациях. А за один прыжок невозможно объять все хайлайты этого кемпа. А хайлайты были, потому что в целом контингент не зеленый и знает, как красиво и прикольно летать. В общем, мы немножко подсуетились и пособирали малость футажей с разных групп и с разных стран, в том числе и с нашей. Желания делать адскую нарезку на 10 минут у меня нет, поэтому их прыги я сейчас покажу вместе с нашими. Наслаждайтесь. No lies when I walk in the room. I am the truth. Do it now, boom. Heads turn when I walk in the room. All lies when I walk in the room. No lies when I walk in the room. Room, room, room. Boom, 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 boom. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Watch.
Вау! На разбежке было очень опасно, очень. Толпой прыгать, наверное, так себе. Воу, какой город! Красотища-то какая, ребята! Машина! Твою мать! Это пи***ц, конечно, здесь правила дорожного движения. Но организация здесь классная, пацаны, что могу сказать. Увернулся от автобуса, чуть не залетел в автомобиль. I ain't getting any younger, I ain't getting any younger, but I'm getting better, I'm getting better. I ain't getting any younger, I ain't getting any younger, but I'm getting better, better at living this life. Я хочу тебе сказать, что мне кажется, это будет best reels ever с раскрытием парашюта, потому что Вячеславович лежал вот так, лицом туда. Вот здесь была пирамида. Это Египет, погода. Это Египет, ребят. Короче, друзья, во-первых, большие купола — это была хорошая идея, потому что с маленькими куполами вообще не факт, чтобы мы дотянули, потому что были очень далеко и над городом. Это первое. Второе. Организация, очень хочется похвалить их, но не имею такой возможности. Пацаны, вот это вот автобусы, вот эти вот все машины, которым ездят, им всем вообще, что ты здесь прыгаешь, никто ничего не смотрит. В общем, если вы сюда поедете, будьте аккуратны. А я предлагаю не идти сейчас вот этой вот толпой всей, потому что это какой-то... Пойдем вдвоем, да. пойдем вдвоем. Вдвоем, максимум втроем, потому что это прям какая-то выброска была, куча народу, улей какой-то. В целом, слушай, ну это круто, потому что мы приехали на какой-то военный аэродром, там это самолет без окон, бля, просто такая подводная лодка с крыльями, которая нас подняла, потом вот эта рампа открывается. Ну что, ребят, Сейчас укладываемся и готовимся ко второму прыжку, который вы сделаете вместе с нами. А прежде чем мы пойдем на следующий прыжок, давайте я вам подробно расскажу про то, как здесь устроена и организована укладочная, да и вообще вся обстановка. Конкретно эта дроп-зона существует всего 4 дня в году и собирается всего за один вечер. Поэтому я думаю, нам будет интересно посмотреть на то, как организаторы здесь все запилили. Так, ну что, пацаны, мы сделали первый прыжок. В общем-то, можно подводить уже итоги. Давайте мы сейчас пройдемся и расскажем вам, что вообще здесь да как. В общем, приехали мы вот на этих автобусах. У нас их 4 штуки. Всю нашу шарагу собрали, привезли сюда. Вот это вот площадка приземления. Но я думал, что здесь туристов не будет. Я думал, что здесь место очистят, и здесь будем прыгать только мы. Короче, там полно туриков, вот эти вот автобусы ездят. Место хорошее, красивое, экстремальное. А вот, собственно, это наш лагерь, база. Вот здесь есть туалеты. А ты заходил в туалет? Нет. Там золотом все покрыто, я охренел. Скорая, на всякий случай. Здесь сидят директора. Нет, security. Тут какая тема с едой. Организаторы выдают нам бутерброды, мороженое, холодную воду, Red Bull. Можно, короче, как-то выживать. Ну и там вот укладочная. Там очень много народу. Вон. Видал как? Спасибо. This one is a chicken, this one is a meat. Будешь? Делаем. Вкусно? Нормально. Так, давайте пройдем дальше, покажем. На самом деле, для такого большого количества парашютистов не так уж и много вроде бы как места для укладки, но так как нас разбили на 3 разных взлета, мы Всем места укладываемся... хватает. По нашим русским стандартам это считается грязная укладочная, а наши бы таки сказали, ну что это такое, посмотри. Но это пустые, тут по-другому, ну ничего никак не сделаешь. Полно какого-то местного телевидения, которое тут все снимает. Ну и здесь укладочная. Те, кто умеет это делать, укладываются сами. Ну, а те, кто сами укладываться не умеют или не хотят, здесь присутствуют укладчики. Я думаю, что у каждой страны свои, даже есть какие-то местные. С нами приехали русские девчонки, они укладывают нам парашют. Достаточно тесно, очень тяжело. Сейчас уже большую часть уложили. Буквально 20 минут назад тут была такая вообще каша-возня, что хрен что разберешь. Вот и вся дроп-зона, друзья. Вот и вам и все мероприятие. Первый день мероприятия по планам должен был обернуться 2 прыгами с Геркулеса. Но египетские военные и организаторы кемпа о чем-то не договорились, и нас вхолостую свозили на военную базу, продержали там до вечера и развернули обратно. Вот такой краткий экскурс об организации гражданских прыжков с военными. По этому поводу предлагаю наверстать местного колорита и вернуться в самое начало, где мы отправились исследовать место приземления. В наш план входила шустрая транспортировка к пирамидам без очередей на вход.
Поэтому мы отправились в какой-то гараж, где нас красиво завернули в аэрофатки и вручили по квадроциклу. После чего мы отправились в путь через задворки города в пустыню. Технически по городу мы проехали совсем небольшое расстояние, но этот путь воскресил во мне старые индийские флешбеки, так как местная картинка и запах были до боли знакомыми. На своем пути мы встретили дохлого коня, который еще лежал в горящей куче навоза, местные трущобы, кладбища, и наконец-то, вырвавшись из этого мрака, мы попали в пустыню, где местный провожатый повел нас окольными путями до пирамид. Поездка была монотонной и рассказывать-то особо нечего, но было весело. Так что не буду вас томить нашей дорогой, давайте переместимся сразу к верблюду. Ой, блин. Ничего, Нормально. Он не хочет. Сейчас, говорит, я тебя еще с детства боюсь этого. Раз, два, три. Я боюсь, что вот этот чувак меня сейчас за задницу Да, он борзый. укусит. Ложись, брат. Опа. Так, а как им управлять? Нам Это объяснят, не нет? пи***и, блядь, я не тебе. У моего чердак сгорел, видишь? О, ребят, смотри. А вот у нас караванчик Назад? такой будет. Ёп, красота! А знаешь, что самое страшное? Что такое ощущение, если будешь падать, ноги ты из пальцев из этих не вытащишь. Андрюх, отклонись немножко назад. Да? Опа. назад. Вот. Слушай, О. Уху. Слушай, ну я не знаю, как вот так можно идти сутками. Как-то надо попробовать компенсировать вот эту качку. нет. Слушай, все, не надо, не спрашивай, да, я и так здесь держусь. Слушай, знаете, в чем самый факап может быть? Что вся одежда будет вонять этим верблюдом, причем даже после стирки. Обалдеть, какие горизонты впереди. Вот сейчас, если посмотреть вперед, по-настоящему можно представить, что ты идешь, как это называется, караван, да? Это и есть караван. Караван. Слушай, они вообще тут, конечно, к ним относятся, ну, очень жестоко. Вообще, ребят, вопрос отношения людей к животным – это люди. Перестаньте приносить животному миру страдания. Здесь прям трафик, смотрю, такой. Слушай, ну не такая уж она и большая, что ли. Ну а что, накурился. прошло минут, наверное, 15, и все, ты уже привык. А можно, да, действительно, где-то здесь будем приземляться. Смотри, сколько здесь камней, Андрюх. Да, я Надо вижу. было- У тебя какой парашют, кстати? Такой же, как у тебя. Делай так 2 раза в день, и мышцы поясничного пояса абсолютно будут гибкими, подвижными и здоровыми. Не стану вас грузить нашей инспекцией площадки, вы ее уже видели, а прогулки на верблюдах не настолько интересны, как скайдайв. Кстати, о нем. Предлагаю переместиться в следующий день. Организаторы и военные наконец-то нашли общий язык и ближайшие сутки обещали быть содержательными. Все потому, что на день у нас запланировано аж 3 прыжка. Вингсьюти, с военной вертушки и прыг ночью. Поэтому, предвкушая текущий день, нас ждал ранний подъем и примерка вингсьютов. Все как всегда в попыхах. 7:30. Ну ладно, 8. Выезжаем. Как вы видите, с нами на аэродром едут 2 винга, 2 парашюта, нас 2. В общем-то, комплект. На этот раз мы поехали из отеля прямиком на базу. Все как обычно, за исключением вингсьютов. Полетного опыта в вингах у нас не особо-то много, а на Геркулесе выброска на очень высокой скорости. Логично, что при отделении нас ждал такой бодрящий вход в поток. Честно скажу, что и выглядит, и чувствуется прям мощно. Cut out the politics, no. It's on my competence. I could cause you apocalypse. Ambition, it ain't for the weak. Get it even when I sleep. Ready and willing, what you ready to say? Find a way, with or without your way. Oh, you try to make me stay. No, there's nothing you can say. Cause I'll find a way, with or without my sails. Oh, you try to make me stay. No, there's nothing you can say. But I'll find a way. Ambition ain't for the weak. I see it before I speak. Ready and willing, is you ready for me? Oh, you try to make me stay. No, there's nothing you can say. Cause I'll find a way. Димас, давай. Есть. Ну все, четенько.
Короче, пацаны, что я могу сказать? В общем, смотрите, огромное количество туриков здесь. Им вообще похеру. Вот, посмотрите. Security, которые здесь должны за этим следить, их просто нахер посылают. В общем, я это к чему? Все, конечно, здорово. С безопасностью здесь, на мой взгляд, есть небольшие проблемки. В общем, будьте бдительны. Плотность событий второго дня по сравнению с первым просто поражала. Ведь почти сразу после нашего приземления эпично прилетела вертушка. И мы, побросав наши винги, в срочном порядке побежали в автобус на взлетную площадку. Благо, она была в 5 минутах езды, и второй прыг не заставил себя долго ждать. Don't you fall in love, don't you waste your time. She'll take all your money, won't leave you with a dime. Tell you you're the one, then tell you never mind. Yeah, that girl look good, yeah, I know she fine, but it's a trap. It's a trap. You better watch out. You better watch out. You better watch out. You'll soon find out, no doubt. You better watch out. You better watch out. You better watch out. You'll soon find out, no doubt. Обзорную экскурсию по сафари над пирамидами венчает ночной прыжок, перед которым организаторы вежливо собрали нас всех на брифинг и еще раз дали указания по безопасности. Технически прыгает 60 человек. Самолет делает 4 захода с выброской по 15 скайдайверов за раз. И так как это ночные прыжки, несмотря на фонарики, видимость никакая. В общем, от всех нас требовалась концентрация и просто человеческая адекватность. Также организаторы подготовили площадку приземления, собрав осветительные фермы, и ради такого случая даже включили подсветку на пирамиды. Так, ну что, друзья, все, закончили. Сансетик, замечательная картинка, просто шикарная. Юрич, я считаю, праздник удался. Мероприятие было шикарно, несмотря на то, что в первый день мы, конечно, измучились. Но организаторы все исправили, все подтянули и сделали очень все круто. Ребят, вы сами все видели. В общем, если у вас появится такая возможность побывать в этих местах, мы горячо рекомендуем. Далее мы приклеили скотчем на себя химические стики, которые не особо-то нам помогали в ночи, и отправились в путь. И вот пока мы ехали и грузились на самолет, наконец-то начало темнеть. На военной базе нас ждал повторный брифинг, где еще раз нас попросили сосредоточиться и не суетиться. Также было необходимо в ночи разглядеть пирамиды и после открытия двигаться в их сторону. Пилоты удивительно подгадали, и пока мы набирали высоту, город совсем погрузился во тьму. И не знаю, как это работает, но когда в самолете зажглись все стики и гирлянды вокруг скайдайверов, у меня появилась какая-то атмосфера праздника. Прям Новый год какой-то. В общем, я не буду медлить, так как это полная темень, и я не обещаю вам классной картинки. Но получилось как получилось. Поэтому, друзья, приглашаю вас вместе с нами полюбоваться на ночной Каир. Эти дни были по-настоящему невероятными. Крутые люди, незабываемая атмосфера, и все это останется в моей памяти навсегда. Приземляться рядом с пирамидами – это не просто красиво, это по-настоящему эпично. Ну и огромный респект организаторам. Сделать такое было точно непросто. А прыжки в винках с такого борта – это вообще отдельный уровень эмоций. Скайдайв объединяет, и этот буги яркий тому пример. Ну а фараоны, глядя на это все, могли бы подумать: будущее, конечно, странное, но кажется им весело. Надеюсь, и вам, друзья, было весело. В телегу я, как всегда, выкладываю все, что не вошло сюда. Спасибо, что смотрели, и до встречи в следующих выпусках. О! Ю! Фу!
слава богу. Диман, Братан! мы это сделали.